Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал Zi Handmade. Это третья заключительная часть видео мастер-класса по вязанию вот такой вот уточки Лала Фан-Фан. Фиксируем клювик. Клювик будем фиксировать в следующем ряду ниже глаз. Вот в этом ряду, в этой вот резьбе между рядами. Итак, берем наш клювик. С хвостиков я предварительно сняла плюш. Та, что широкая часть, это будет верхняя часть клювика, а та, что узенькая часть, это будет нижняя часть клюва. Итак, зафиксируем вот этим вот хвостиком сбоку клювик утенка. Далее берем швейную иглу, швейную нить, сложную вдвое для прочности, и вот этот верхний край легкой дугой пришьем к игрушке. Эту ниточку тоже для начала зафиксируем узелочком. Итак, верхний край клювика пришит дугой. Далее нижний край. Сейчас мы для начала зафиксируем вот этим вот хвостиком, вот так вот, вот в этом месте. Протягиваем этот хвостик, и можно зафиксировать, завязав с этой ниточкой на узелочек. И далее вот этот вот нижний край можно продолжить пришивать швейной нитью, либо же можно подклеить вот тут вот задней части горячим клеем. Так, зафиксирую нижнюю часть клювика горячим клеем. Далее будем фиксировать щечки. Как я уже говорила в первой части, щечки можно будет пришить швейной нитью, швейной иглой, либо же приклеить горячим клеем. Сейчас я вам расскажу, как они должны быть расположены. Вот таким вот образом должны прилегать вплотную к клювику и как можно ближе к глазкам, вот в этом районе. Верхний край щечек должен совпадать с верхним краем глаз. Вот, и здесь вот внизу тоже как можно ближе к шее. И слегка наполняем наполнителем. Щечки я зафиксировала. Скажу честно, что на этот раз мне было очень тяжело работать с горячим клеем. На это все у меня ушло час времени, хотя когда я фиксировала щечки на первой игрушке, у меня это заняло всего 10 минут. Поэтому лучше щечки пришивать. Далее сделаем нашей игрушке хохолок на макушке. На первой игрушке я вначале этого не делала, потому что думала, что у меня нет подходящей пряжи. Но когда перебирала свои клубочки, я нашла вот такой небольшой остаточек ворсистой пряжи Alize Soft белого цвета. Нарезаем несколько полосочек длиной 5 сантиметров и фиксируем ровно вот посерединочке, там, где мы стягивали отверстие, вот туда и фиксируем эти локоны хохолка. Зафиксировали и немножечко его подстрижем, сделаем чуточку покороче. Все, осталось нарядить нашу уточку. Вяжем сарафан. Берем плюшевую пряжу в цвет сарафана, основной крючок и набираем 30 воздушных петель. 1, 2, 3, 30 и вяжем еще 31 петлю, петлю подъема. Далее будем вязать первый ряд, и в этом ряду
в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, будем вязать такую комбинацию. 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4. Далее вяжем одну прибавку. Такую комбинацию мы повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 36. В конце этого ряда вяжем одну воздушную петлю, петлю подъема. Провязали, разворачиваем наше вязание. Следующий ряд у нас второй. В этом ряду вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 5 плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 42. В конце этого ряда вяжем одну петлю подъема. Провязали, делаем разворот вязания. Следующий ряд третий. В этом ряду вяжем так. В начале ряда вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3 и 7. Далее вяжем 8 воздушных петель, вяжем пройму для ручек. Далее по вязанию мы пропускаем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в седьмую петлю вяжем столбик без накида. И еще провяжем 15 столбиков без накида. Итак, провязали вот в этом промежутке 16 столбиков без накида. Далее опять провяжем цепочку из воздушных петель в количестве 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. По вязальному полотну пропускаем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В седьмую петлю вяжем столбик без накида. И до конца ряда нам нужно провязать еще 6 столбиков без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, петлю подъема. Провязали, разворачиваем наше вязание. Следующий ряд четвертый. В начале этого ряда вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, седьмой столбик без накида, и 8 мы провяжем за стеночку петли, которая вот идет по цепочке из 8 петель. Подхватываем заднюю стеночку петли и за эту стеночку провяжем 8 столбик без накида. Далее по цепочке нам нужно будет провязать 3 убавки подряд. Подхватываем задние стеночки 2 петель, протягиваем через них рабочую нить и вяжем первую убавку. Далее подхватываем задние стеночки еще 2 петель и провязываем вторую убавку. И осталось провязать третью убавочку. Провязали 3 убавки подряд. Далее нам нужно будет провязать 18 столбиков без накида. Первый из этих 18 мы вяжем за заднюю стеночку петли, которая тоже у нас по цепочке, а далее уже вяжем за обе стеночки петли. Это у нас будет второй столбик без накида, третий, четвертый, 17 столбик без накида, и 18 мы вяжем также за стеночку, за заднюю стеночку петли, которая идет по цепочке. И здесь также по цепочке вяжем 3 убавочки подряд. Подхватываем
задние стеночки 2 петель и провязываем их вместе. Повторим так 3 раза. Далее до конца ряда нам нужно будет провязать 8 столбиков без накида. Первый столбик мы вяжем также за заднюю стеночку петли, остальные 7 столбиков вяжем уже, как обычно, за обе стеночки петель. В конце ряда провяжем 1 воздушную петлю. Провязали. В этом ряду у нас должно получиться 40 петель. Следующие 4 ряда вяжем без изменения. Это получается у нас с 5 ряда по 8 включительно. В каждом ряду по 40 столбиков без накида вяжем также поворотными рядами. То есть в конце каждого ряда мы вяжем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Провязали 4 ряда без изменения. В конце 4 ряда 1 воздушную петлю мы не вяжем. Далее мы соединим наше вязание и будем вязать в круговую. Итак, подхватываем, получается у нас это последняя петля этого ряда, и вяжем соединительную петлю. Вяжем воздушную петлю, петлю подъема. Далее туда же, куда мы провязали соединительную петлю, заводим крючок и вяжем первый столбик без накида. И до конца ряда нам нужно провязать еще 39 столбиков без накида. В конце ряда делаем соединительную петлю, вяжем воздушную петлю и также вяжем первый столбик без накида туда, куда провязали соединительную петлю. Всего нам нужно повторить 4 раза, то есть провязать 4 ряда в круговую, в каждом ряду по 40 столбиков без накида. Провязали. В конце ряда вяжем последнюю соединительную петлю. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Далее сделаем обвязку столбиками без накида по вот этому краю и сразу же сформируем петлю для пуговицы. Итак, для начала зафиксируем рабочую нить соединительной петлей. Далее вяжем первый столбик без накида. И теперь сформируем петлю для пуговицы. Сделаем такой вот достаточной длины. Так вот придержим ее. Заведем крючок, чтобы провязать второй столбик без накида. Не совсем мне тут удобно это делать под камерой телефона, но я постараюсь это сделать. Так, ну, думаю, такая петелечка хватит. Все. Петелечка для пуговицы готова. И далее продолжаем обвязочку по краю столбиками без накида. Провязали. Сделаем в конце обвязки соединительную петлю. Протягиваем рабочую нить и отрезаем, оставляя небольшой хвостик. Кстати, вот этот вот хвостик можно было бы оставить и подлиннее. Этим хвостиком можно потом пришить пуговицу. Я, может быть, даже и попробую этим хвостиком сделать, и кончик потом приклею с внутренней стороны горячим клеем. Петлю для пуговицы мы протянем на лицевую сторону. Вот таким вот образом. Далее все хвостики
Фиксируем узелочками и прячем вовнутрь вязания. Как я это делаю, я подробно показываю в вязальном видео шпаргалочки. Ссылочку на это видео я оставлю в описании под этим видео. Я все-таки зафиксировала пуговичку другой пряжей, потому что слишком маленькие дырочки оказались для плюшевой пряжи. Итак, сарафанчик у нас готов. Переходим к вязанию повязки. Берем плюшевую пряжу в цвет повязки, основной крючок и сначала свяжем бант от повязочки. Набираем 2 воздушные петли, 1, 2. Во вторую петлю от крючка провяжем 2 столбика без накида. Это у нас будет первый ряд. 1, 2. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд у нас второй. Вяжем 2 прибавки подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 4. Вяжем в конце ряда воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд у нас 3. В первую петлю вяжем 1 прибавку. Далее вяжем 2 столбика без накида. В конце ряда вяжем 1 прибавку. И итоговое количество петель у нас должно получиться 6. Вяжем воздушную петлю, петлю подъема, разворачиваем вязание. Следующий ряд 4. В начале ряда вяжем 1 прибавку. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В конце ряда вяжем 1 прибавку. Воздушная петля, разворачиваем вязание. В этом ряду у нас должно получиться 8 петель. Следующий ряд 5. В начале ряда вяжем 1 прибавку. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. В конце ряда вяжем 1 прибавку. И в этом ряду у нас должно получиться 10 петель. Воздушная петля, разворот вязания. Следующие 10 рядов с 6 ряда по 15 включительно вяжем без изменения. В каждом ряду по 10 столбиков без накида. Вяжем также поворотными рядами. Это значит, в конце каждого ряда вяжем петлю подъема и разворачиваем вязание.